2017 году коллектив государственного специализированного предприятия «Чернобыльская атомная электростанция» успешно выполнял основные государственные задачи по снятию энергоблоков с эксплуатации и преобразованию объекта укрытия в экологически безопасную систему. 27 ноября 2016 года был реализован один из этапов, наверное, одного из самых амбициозных, может быть, проектов, не постесняясь этого слова, в мире, да? Это перемещение арки нового безопасного конфаймента, установка в проектное положение над объектом укрытия. Металлическая конструкция, арка весом 36 с лишним тысяч тонн была перемещена из зоны монтажа на расстояние 327 метров. Все это было сделано штатно, проектно, без каких-либо проблем и инцидентов. И поэтому в этом году основной задачей касаемо реализации проекта НБК это было, конечно же, выполнение комплекса работ, необходимых для ввода нового безопасного конфаймента в эксплуатацию. В общем-то, целый год мы этим занимались, продолжаем заниматься. Вопрос непростой, к сожалению. Данные работы по объективным причинам выходят уже на следующий год. Перенос сроков связан с более высокими по сравнению с прогнозами уровнями радиационных доз облучения персонала, работающего на кровле блока В. Однако все пусконаладочные работы нового безопасного конфаймента закончены. Проведены индивидуальные и комплексные испытания систем. В течение года проводилась комплектация и подготовка персонала НБК. Весь персонал участка эксплуатации и обслуживания НБК допущен к самостоятельной работе и проходит ознакомление с оборудованием непосредственно на рабочем месте. Несмотря на то, что строительство нового безопасного конфаймента еще на стадии завершения, исследования, проведенные специалистами цеха радиационной безопасности, показывают, что после установки арки в проектное положение и после выполнения подготовительных работ по строительству гамма-излучение в ближней зоне НБК снизилось в десятки раз. Особо я хочу, конечно, отметить, это реализация проекта усиления герметизации строительных конструкций второй очереди ЧАЭС, выполняющих функцию ограждающего контура. 8 ноября был подписан акт готовности объекта к сдаче в эксплуатацию, соответствие объекта завершенного строительства. Точка поставлена. Работы выполнялись 35 месяцев в сложнейших радиационных условиях. Если бы не реализация этого проекта в 2016 году, то арка бы, в общем-то, не была бы надвинута в свое проектное положение. То есть это одно из условий было, это возведение торцевых стен. Для понимания масштаба скажу, что было уложено 14 тысяч кубометров бетона, 1450 тонн арматуры, демонтировано было 600 метров кровли, выполнен большой очень объем работ по устройству кровли и очистки от мусора блока В, демонтировано более 1800 кубических метров железобетонных конструкций, старых недействующих трубопроводов, оборудования, то есть то, что фактически осталось с 1986 года. Не было случаев переоблучения персонала. Да, на контрольный уровень мы выходили, да, мы его повышали в соответствии, скажем так, с правилами, согласовывая со всеми, но именно фактов переоблучения персонала не было. Хотя работы, говорю, по значимости и по условиям работы они сопоставимы были, на мой взгляд, с теми работами, которые выполнялись по ликвидации последствий аварии в 1986 году. Одним из важных достижений 2017 года стало выполнение большого объема работ по проекту строительства хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа. На сегодняшний день мы вышли уже на выполнение практически полностью строительно-монтажных работ, то есть 99% на сегодня выполнено. На завершающей стадии сейчас находится монтаж-наладка всего оборудования, выполняются индивидуальные, комплексные испытания. И достаточное на сегодняшний день количество, то есть укомплектован эксплуатационным персоналом ХАЯТ-2, то есть это цех, основной ЦОЯТ, конечно, а остальные цеха тоже, то есть укомплектовано. Выполняются сейчас экспертизы по ядерно-радиационной безопасности пакета документов для утверждения конструкции упаковочного комплекта для перевозки топлива в новом вагоне-контейнере. Новый вагон-контейнер также получили. И я надеюсь, что те планы, которые мы на следующий год планируем, это на февраль 2018 года начать горячие испытания. На заводе по переработке жидких РАО заканчивается реконструкция с учетом современных строительных требований. В течение года велись лабораторные исследования по определению эффективности использования новых сорбентов для очистки радиационно загрязненных вод и анализ характеристик потоков РЗВ с целью минимизации их образования. Идет активная подготовка к третьему этапу горячих испытаний промышленного комплекса обращения с твердыми радиоактивными отходами ПКО-ТРО.
Для проведения работ по характеризации твердых РАО в 2017 году были вскрыты восточные и западные легкие отсеки хранилища РАО. Произведен отбор проб, по которым ведутся лабораторные исследования состава и удельной активности радионуклидов. В связи с ограничением количества свободных объемов для приема высокоактивных отходов на временное хранение и во избежание срыва работ по международным контрактам, после получения соответствующего разрешения персонал ЦРО провел переупаковку высокоактивных отходов на штатных системах завода по переработке твердых РАО. Работы по переупаковке проводятся в рамках расширенной программы второго этапа горячих испытаний. ХАЯТ-1, я напомню, это отдельная ядерная установка, которая имеет отдельную свою лицензию. И в рамках этой лицензии есть план мероприятий по повышению безопасности ХАЯТ-1, который мы неукоснительно выполняем. Так вот, мы в этом году реализовали первый пусковой комплекс по переоборудованию, по замене электросилового оборудования на хранилище мокрого типа, на ХАЯТ-1. Это замена 2 силовых трансформаторов, замена 2 сборок. Это был только первый пусковой комплекс. Надеюсь, что в следующем году мы все-таки выйдем и на второй. Чернобыльская АЭС продолжает начатую в прошлом году стратегию энергосбережения и уменьшения финансовой нагрузки на предприятия. В 2017 году проведена значительная работа по реконструкции схемы электроснабжения площадки в соответствии с новыми условиями, задачами и целями предприятия. Осуществляется демонтаж выведенного из эксплуатации электротехнического оборудования. Смонтированы установки автономных узлов отопления. Мы перешли на многотарифный учет потребления электроэнергии, провели работы по оптимизации электроснабжения ГСП-ЧС. В части энергосбережения это мы практически уже в этом году завершили, начатое в прошлом. Это утепление фасадов зданий, то есть это в первую очередь АБК-1, Квант, столовая, наш общественный блок, санпропускники на АБК-1. И, конечно, это значительно тоже позволило как снизить затраты на энергию, и опять-таки повысить комфортность на рабочих местах персонала. Создание с нуля резервной электрической котельной для НБК, потому что изначально планировалось получать теплоснабжение НБК от промышленной отопительной котельной. Просчитали, пришли к выводу, что дешевле сейчас построить новую котельную, 3 котла. Фактически этот проект также завершен, реализован, и мы, в общем-то, готовы сегодня уже выйти на комплексное испытание этой котельной. В рамках проекта оптимизации в 2017 году проведены испытания временной системы обеспечения технической водой основных потребителей ЧС с использованием бака чистого конденсата второй очереди. Для нужд системы обеспечения технической водой на площадке ЧС смонтирована градирня. Специалисты ЦРД совместно с Киевским экспертно-техническим центром провели внеочередное полное техническое освидетельствование грузоподъемных машин ЧС. Успешно проведены работы по реконструкции системы техводоснабжения первой и второй очереди, реконструкции системы техводоснабжения дизельной электростанции. С февраля 2017 года работы по демонтажу оборудования в машзале первого блока выполняются собственными силами, без привлечения подрядных организаций. Персонал цеха эксплуатации главного корпуса и внешних сооружений выполнил полный демонтаж тепломеханического оборудования и металлоконструкций в помещениях бокса установки сжигания гремучей смеси и бокса бойлеров в машзале первого блока. Полностью закончен демонтаж тепломеханического оборудования в помещении бокса турбины первого блока. Продолжается радиационный экологический мониторинг, снятие с эксплуатации водоема-охладителя. В 2017 году превышение контрольных уровней по периметру береговой линии водоема-охладителя не зафиксировано, и тенденция к повышению объемной активности не наблюдается. Хочу отметить, что в этом году финансирование день в день, месяц в месяц. То есть и эта стабильность, она позволяла и планировать работы, и, в общем-то, и с подрядчиками работать нормально. На протяжении всего года персонал Чернобыльской атомной электростанции на должном профессиональном уровне обеспечивал выполнение государственных задач по программе снятия с эксплуатации и преобразования объекта укрытия в экологически безопасную систему. Но работа на Чернобыльской АЭС – это не только выполнение производственных планов, это большая социальная, просветительская и представительская работа. Последние несколько лет персоналу ЧС приходится работать на виду у всей планеты. Каждый наш шаг попадает в поле зрения мировой общественности, политики, науки, различных отечественных и международных контролирующих органов.
В этом году нашу площадку посетили 2 президента – президент Украины и президент Белоруссии. На нашей площадке проходят многочисленные визиты представителей МАГАТЭ, ВАОС, министерств и ведомств Украины, визиты представителей различных средств массовой информации. На плечах коллектива лежит огромная ответственность. Наши специалисты ежегодно демонстрируют всему миру свой высокий профессионализм, ответственность, умение объединяться и организовываться для достижения необходимых результатов.